Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю пирог абрикосовые пчелки. Пирог очень простой в приготовлении, можно даже так сказать, на быструю руку, но тем не менее он получается очень нежным, вкусным и как-то по-особенному, по-летнему красивым. В основе пирога очень быстрый, простой в приготовлении бисквит. Он с добавлением молока, растительного масла, что делает бисквит нежным, сдобным и довольно влажным. Такой бисквит не требует дополнительной пропитки. Сверху суфле на основе йогурта и взбитых сливок и, конечно же, абрикосы. Пирог действительно получается очень нежным и очень вкусным. Давайте готовить. Для теста нам понадобится 180 граммов муки, 2 средних куриных яйца, 120 граммов сахара, 125 мл растительного масла, 125 мл молока, 8 грамм разрыхлителя для теста, 8 грамм ванильного сахара. У меня ванильный сахар темный, поскольку он с натуральной ванилью, не удивляйтесь. И щепотка соли. Смешиваем муку и разрыхлитель. Смешиваем тщательно, чтобы разрыхлитель равномерно распределился по всему объему, и тесто при выпечке поднималось ровно. А затем просеиваем. Готовится тесто очень легко и просто. Разбиваем в миску 2 куриных яйца, кладем соль, ванильный сахар и начинаем взбивать. Постепенно добавляем сахар. Затем, не прекращая взбивания, порциями вводим растительное масло. Растительное масло выбирайте дезодорированное, рафинированное, то есть без вкуса и запаха. И затем порциями добавляем молоко. В последнюю очередь вмешиваем тесто, муку с разрыхлителем. Долго тесто не месим, вмешиваем коротко, быстро. Главное здесь добиться однородности теста. Этого будет вполне достаточно. В результате получается не густое тесто, вот такое по консистенции. Выливаем тесто в противень, застеленный бумагой для выпечки. Размер моего противня 32 на 23 сантиметра. Разравниваем и ставим предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия духовку. Печется пирог 20-25 минут. Готовность определяем легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, а также при помощи деревянной палочки. Из центра пирога она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный пирог прямо в форме ставим на решетку и даем полностью остыть. Для рецепта нам понадобится большая банка консервированных абрикосов. Объем моей банки 850 мл. Для пчелок я отложу 18 половинок абрикосов. Необходимое количество абрикосов зависит от размера пирога. На моем пироге поместится ровно 18. Абрикосы обсушиваем. Для украшения нам понадобится растопить примерно 50 грамм темного шоколада. Шоколад я переложу в небольшой кондитерский мешок и вот таким образом нарисую на абрикосах полоски. И попутно скажу, что шоколад по правилам нужно не просто растопить, его нужно темперировать. И тогда он быстро застынет, при застывании будет твердым, хрупким и блестящим. Но поскольку этот рецепт простой, на скорую руку, мне темперировать шоколад, честно говоря, было просто лениво. Поэтому я его просто растопила и затем шоколадом нанесла полоски и отсадила головы. Как вариант, в шоколад можно добавить немного сливочного масла. Пчелок пока убираем в прохладное место, чтобы шоколад застыл, а мы тем временем успеем приготовить крем. Для крема нам понадобится 220 грамм сливочного, абрикосового или персикового йогурта, 500 грамм жирных сливок для взбивания. Я, как всегда, беру 35% сливки. Все оставшиеся консервированные абрикосы я мелко нарезала и также положу в крем. 50 грамм сахарной пудры, 20 грамм желатина и 150 мл абрикосового сиропа для его замачивания. Всыпаем желатин в сироп, размешиваем и оставляем на некоторое время набухнуть.
А затем аккуратно прогреваем до полного растворения. Напомню, что кипятить желатин нельзя, иначе он может потерять свою силу. Обычно его нагревают до температуры не выше 60 градусов Цельсия. Вливаем желатиновый раствор в йогурт, размешиваем и оставляем на рабочем столе остыть до комнатной температуры. Для удобства я перейду в большую по объему миску. Достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только очень жирные и очень холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы начнете с ними работать, сливки обязательно должны быть в холодильнике. Взбиваем сливки с сахарной пудрой до устойчивого состояния. Здесь очень важно сливки не переработать, не перебить. Они должны хорошо держать форму, но в то же время остаться мягкими. Соединяем взбитые сливки и йогурт. Аккуратно добавляем взбитые сливки в йогурт, не наоборот. И аккуратно, но быстро размешиваем лопаточкой. Как быстрый вариант можно смешивать сливки и йогурт при помощи миксера, но только аккуратно, коротко, быстро, на малых оборотах миксера. Я смешивала лопаточкой и в конце коротко пробила миксером до однородности. Вот такой достаточно густой крем получается в результате. В последнюю очередь вмешиваем в крем нарезанные абрикосы. И предвижу ваш вопрос по поводу сливок. Да, в этом рецепте можно заменить сливки на сметану, причем я бы не брала жирную сметану, я бы взяла сметану жирностью, скажем, 10 либо 20%. Ее не нужно взбивать, ее достаточно просто размешать с сахарной пудрой. И далее все по рецепту. Вкус, конечно, у пирога будет немного другим, но я думаю, что это тоже будет вкусно. Выкладываем крем на корж. Напомню, что к этому моменту корж должен полностью остыть, то есть быть комнатной температуры. В составе коржа молоко, растительное масло, поэтому он получается нежным и довольно влажным, и, на мой взгляд, не требует пропитки. Но при желании вы его можете дополнительно пропитать, например, оставшимся сиропом от абрикосов. Разравниваем и убираем на некоторое время в холодильник, чтобы крем полностью застыл. Аккуратно отделяем пчелок. Для этого срезаем лишний шоколад. Удобно это сделать горячим ножом. Для этого нож ставите в стакан с кипятком, чтобы он согрелся. Вытираете и горячим ножом срезаете лишний шоколад. Растопленным белым шоколадом рисуем глаза. Вот это самая трудоемкая, самая кропотливая часть рецепта. И для выразительного взгляда при желании делаем на белых глазах черные точки, чтобы наши глаза были похожи на глаза. Для крылышек в абрикосах делаем прорези и вставляем миндальные лепестки. Достаем из холодильника пирог. Крем уже схватился, застыл. Аккуратно раскладываем пчелок на пироге. Я выкладывала такими стройными рядами. Но можно их художественно разложить, в общем, на ваше усмотрение. Для заливки верха пирога нам понадобится 150 грамм негустого абрикосового варенья, без ягод однородного варенья, 10 грамм порошкового желатина и 100 мл воды. Либо абрикосового сиропа, если он у вас еще остался. Всыпаем желатин в воду и оставляем на некоторое время набухнуть. Аккуратно прогреваем до полного растворения. Вливаем в абрикосовое варенье. Вместо варенья вы можете взять абрикосовый сок, либо приготовить любое другое желе. Главное, чтобы оно сочеталось по цвету.
Все размешиваем и даем остыть до комнатной температуры. Аккуратно заливаем желатиновым раствором верх пирога. Убираем пирог на несколько часов в холодильник, чтобы полностью стабилизировался, застыл крем и застыло желе. Достаем пирог из формы. Я это оставила за кадром, поскольку это удобно делать в 4 руки. Просто берете за края бумаги, поднимаете и ставите на сервировочную доску. А затем аккуратно удаляете бумагу. Пирог хорошо режется и при этом дает аккуратный чистый срез. Вот так он выглядит на разрезе. Его можно сразу нарезать на пирожные, чтобы на каждом пирожном было по одной пчелке. Итак, наш пирог готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.